Всем добрый день! Вы на канале Вязание от Ангелины Азимок. Сегодня у меня очень такая интересная моделька. Она с одной стороны очень простая, потому что все полотно вяжется просто столбиками. А узорчик это такие филейные квадратики. И только в самом верху на кокеточке я привязала рукава и вот такой ажурный узорчик по схеме. Предлагаю посмотреть и связать такую красоту. У меня есть вот такие невероятно красивые ниточки, изумрудные, да, наверное, слонимская пряжа. Достаю всегда я пряжу, ниточку из центра и сбоку и вяжу в 4 сложения. 4 сложения, мне кажется, это такой оптимальный вариант. Оптимальная толщина. Вот наши ниточки. Начинаем вязание с резинки. Мы так никогда раньше не делали, но почему бы и нет, да? Резинку будем вязать таким образом. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 10, да? Ну, я думаю, давайте еще 12 добавим, 1, 2. Вот так вот. Резиночку будем вязать вертикально. Вот это наша вот такая вот резиночка. Теперь держим палец. 1, 2. Столбик есть. В 4-й столбик вяжем. То есть мы будем вязать вертикальную полоску, пока она не достигнет объема наших бедер. А потом начинаем вязать уже сам узорчик. Узор тоже будет простой, с красивой ажурной каемочкой на груди. Поэтому пусть простота это вас не пугает. Все будет красиво и достойно. Наша задача туда и обратно провязать все наши столбики. Единственное, что столбик подъема у нас будет не 3 воздушные петли, а 2. И вязать мы будем за заднюю полупетлю. Сейчас я довяжу до конца и покажу. Обязательно считайте столбики, потому что они, когда их не считаешь, имеют тенденцию то уменьшаться, то увеличиваться. Вот. Набираем то количество воздушных петель на высоту резиночки. Кому-то нравится больше, кому-то меньше. Так, считаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 и даже 13. Почему? Потому что я провязала 2 столбика в одну петельку. Это не нужно было делать совсем. Вот, 12. 2 воздушные петли подъема. Разворачиваем вязание и вяжем. Вот у нас видно косичку. Не за вот низ, да, как обычно, за 2 дужки, а вот за последнюю делаем накид. Вот. И тогда наверняка получится очень красивое вязание. Совсем не сложно. Просто будет красиво. Таким образом поворачиваем туда и обратно. Обязательно считаем столбики. Это обязательно. У нас получится вот такая красивая резиночка. Вяжем, считаем столбики. Получаем красивую резиночку для нашей футболочки. Яркой, красивой, зеленого цвета, модной. У нас же весна, зелень. Последний столбик вяжем просто за 2 дужки, чтобы их найти. Так вот. Две воздушные петельки, разворачиваем вязание, поворачиваем к себе вот так боком и вяжем. Вот такой секрет красивой резиночки крючком. Я провязала ленточку, сложила в 2 раза, то есть получился объем бедер
который мне необходим. Теперь наша задача просто-напросто сшить все наши столбики. Я обычно сшиваю. У нас здесь любая сторона изнаночная или лицевая. Любая сторона красивая. Просто сшиваем. Переворачиваем на другую сторону. Так. Прячется у меня тут петельки. И начинаю вязание. Вязание у нас очень простое. Справится абсолютно любой. Поэтому сшиваем. Все, сшили. Разворачиваем вязание. Каким образом? Просто-напросто. Шовчик у нас и не видно. Что я сделала? Вот я так поделила маркеры. Я буду вязать просто столбики с одним накидом. А там, где маркер, получается вот 4 маркера на спинке. И 4 примерно поровну. По центру я оставила, смотрите, по центру я оставила вот здесь вот 10 рядочков. Между маркерами 6. 6 от начала и между ними. И вот у меня вот так получилось. Вот так вот. То есть отсюда с самого начала я просчитала 6. Поставила маркер, 6 поставила маркер. Там, где маркер, у меня будут просто окошечки филейные такие. Так, а так как вязание у нас с другой стороны, 3 воздушные петли подъема. И наша задача набрать первый ряд. Это просто столбики с одним накидом. Провязываем. Оно, конечно, будет неудобно. Первый рядочек, потому что нам нужно их набрать. Вот. Но потом все будет хорошо. То есть в каждую вот такую вот дырочку вяжем столбик с одним накидом. А так как у нас футболочка, если вы хотите резиночку, чтобы она у нас была поуже, а само вязание пообъемнее, то можно именно в этом ряду связать либо прибавочки, либо более плотно вязать столбики. И у нас будет расширенный объем. Вот таким образом мы довязываем до первого маркера. Первый маркер вот у меня здесь, сейчас я довяжу до первого маркера, чтобы показать, что я вообще хотела. Еще вот маркер. Делаем одну воздушную петельку, одну пропускаем и в следующий столбик петельку вяжем. То есть вот такая будет простая схема узора. Филейный квадратик, там где маркер. Можно не вязать. Можно не вязать. Можно вязать просто. Вся идея в том, что у нас очень простое будет тело и красивая ажурная кокетка. Вот. Небольшие рукавчики, так как это у нас футболочка. Вот, поэтому мы вяжем просто столбики, и там, где маркеры, вот такое филейное окошечко. Провязали ровное полотно сколько-то сантиметров, 40-60 до проймы. Теперь надо разделить вязание пополам. Я поставила маркер ровно по центру с одной стороны, с другой. Мы будем вязать теперь отдельно спинку и перед, но не просто ровным полотном. Мы добавим с одной стороны сюда несколько сантиметров вязания и с другой стороны. И потом уже будем вязать ровным полотном такую широкую планочку. Сначала свяжем спинку, потом свяжем. Это у нас, знаете, будет сразу рукавчик такой интересное расширение, чтобы кокетка, которая у нас будет, она была ажурная, красивая и распространялась на рукавчик. То есть для рукава мы с вами свяжем такую вот прибавочку. Наши колечки 1, 2, 3, 4 воздушные петли. В первую петельку провязываем столбик с накидом. 1, 2, 3, 4. Длина рукава у каждого своя. Я предлагаю связать ее небольшую такую прибавочку. 1, 2, 3, 4 в первую петельку. Это у нас просто будет рукавчик. 1, 2, 3, 4. Мы будем вязать ровно, а потом просто по линии плеча сошьем. Так,
Так, 4 колечка, я думаю, 5 достаточно. 1, 2, 3, 4. Вот. Такой рукавчик. 1, 2, 3, 4, 5 колечек. 3 воздушные петли. Подъем. Теперь само кольцо наша задача провязать 1, 2, 1, 2. Давайте подумаем. 3 столбика, я так думаю, по размеру. И между. Вот так вот. То есть в каждое колечко мы провязываем по 3 столбика. 1, 2, 3. И между столбиками тоже вяжем, вернее, между колечками вяжем столбик. Наша задача, мы просто наращиваем длину для рукава. Провязываем мы до самого начала наши столбики. Потом наша задача провязать также ряд столбиков до маркера. И где маркер, сделать добавочку. Каким образом, я вам сейчас покажу. Довяжем быстренько наши столбики. Вот, довязали. И смотрите, что мы делаем. Нам нужно, сейчас мы развернем так вязание. Мы вяжем наш рукавчик в тот столбик, с которого мы начинали вязать. Провяжем. И те столбики, которые у нас уже есть. То есть мы нарастили рукав. Вот. Теперь наша задача вязать ровным полотном до маркера. Вяжем, вяжем, вяжем. Тут у нас маркер стоит. Как нам здесь сделать прибавочку второго рукава? Вот перед маркером петелька мы сюда привязываем с другого клубочка ниточку, такую же зеленую. Можно и цветную. И наращиваем 1, 2, 3, 4, 5 колечек. Наша задача провязать 5 колечек, отрезать ниточку. Отрезаем, потому что 1, 2, 3. Она нам больше не нужна будет. Вот. И также 5 колечек наращиваем и ниточку отрезаем. Это дополнительная наша такая длина для рукава. Вот. И наша задача провязать столбиками прямыми с самого начала правый рукавчик, спиночку, левый рукавчик. Туда и обратно просто столбиками где-то сантиметра 3-4. А потом только будем вязать узор. Я провязала несколько рядочков. Сколько рядочков? 5 рядочков с одной стороны. Это понятно, по центру. И точно так же второй рукавчик. Вот. Распределила петли по узору. Узор у нас будет такого плана. Веерочки в первом ряду у нас будут. Веерочки. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 воздушных петель или столбиков. И столбик и столбик. Вот я ровно по центру начала ставить маркеры. Почему? Чтобы узор красиво смотрелся. Вот 7 выделила. Столбик 8 и 9. Вот. Между маркерами 7 столбиков. Распределяла узор именно от центра, потому что в конце может быть где-то 1-2 столбика, чтобы узор совпал. 1-2 столбика будет больше или меньше, там можно скорректировать. А в центре все должно быть красиво. И поэтому что значит скорректировать? Убрать, добавить, прибавить и так далее. Вот. И узорчик начинаем вязать. Узор на самом деле простой, но красивый и ажурный. Смотрим, 2 воздушные петельки, вот они у нас идут, 2 воздушные петельки, пропускаем 1, 2, 3 и в 4-ю вяжем
столбик. Раз, два, три, четыре. 5 столбиков. С одним накидом. Пропускаем. Раз, два, три. В 4 вяжем 5 столбиков. С одним накидом. 2 воздушные петельки. Получается у нас раз, два, три. Так, еще разочек. Так. Раз, два, три. 2 воздушные. 4 и 5. Воздушная петелька и столбик без накида там, где у нас маркер. Вот он. Воздушная петля и опять раз, два, три. В 4 столбик вяжем веерочек. Вот весь первый ряд у нас будет вот такого плана. Раз, два, три, 4, 5 столбиков и между ними 2 воздушные петельки. Узор ажурный, да, но все остальное мы вязали плотным узором, а теперь у нас ажурная кокетка. Первый ряд вот такого плана. Получается, первый рядочек у нас из веерочков. Вот. Раппорт узора всего 2 ряда. Первый, второй. Первый ряд это у нас будут вот такие веерочки. Второй ряд у нас будут воздушные петли и столбики. 1, 2, 3. Так, немножко неаккуратно началось. Столбик без накида провязали. Раз, два, три, 4 воздушные петли я буду вязать. Не 5, как на узоре. 5 многовато. Теперь вот у нас первая арочка, вот всего у нас 5 столбиков. Первую арочку мы вяжем столбик с одним накидом. 1, 2, 3, 4, 5, 6 воздушных петель. Вот они у нас нарисованы. Идем в обратную сторону. 6 петель. И опять же в последнюю арочку столбик с одним накидом. И продолжаем. 2 воздушные петельки. Чередуем. И 6. 2 и 6. Между ними по столбику. Вот. В последнюю столбик с одним накидом. 2 воздушные петельки. Пропускаем и опять ищем. Внизу мы пропускаем первый столбик и второй между. Столбик с накидом. Раз, два, три, 4, 5, 6. Вот. И у нас должна получиться вот такая вот ажурная картинка. Довязываем второй рядочек нашего узора. Это у нас просто столбики, 2 воздушные петли и 6 столбики с одним накидом. 2 воздушные петельки, и мы присоединяемся в самое начало столбиком с одним накидом. Вот. Даже сделаем одну воздушную петельку. Это у нас связан раппорт узора. Теперь наша задача в шахматном порядке связать тот же самый узор. Мы вяжем 1, 2, 3, 4, 5 воздушных петель, разворачиваем вязание и в самую первую арочку вяжем столбик с накидом. 1, 2 и столбик с накидом. Вот. То есть вяжем половинку нашего веерочка. Теперь воздушную петельку одну провязали. И по центру нашей воздушной арочки столбик без накида. Воздушная петля. И там, где у нас 2 воздушные петельки, наша задача провязать 5 столбиков с одним накидом, воздушные 2 петельки и еще веерочек из 5 получается столбиков. И между ними 2 воздушные петельки. Точно так же, как мы вязали вот в этом плане. И получаем вот такой ажурный узор для нашей кокетки. Вот. В шахматном порядке у нас будут веерочки идти. Вот эта вот мне дырочка как бы вообще не нравится, честно говоря. Я вот думаю, может нам... Схема, конечно, дело хорошее. Но, может быть, нам, знаете,
воздушную петельку сделать. Раз, два, три, четыре. У нас же тут 5 столбиков. В центральный столбик. Может быть, вот так сделать. Довязываем третий рядок. Обязательно все-таки нужно, да, на схеме плохо видно, но все-таки нужно столбик в центре провязывать вместе с длинным столбиком, чтобы узор сложился так, как должен сложиться. 2 столбика, 2 воздушные петельки. Третий столбик мы провязываем, делаем 2 воздушные петельки в центр, столбик без накида. Раз, два, 3 воздушные петли и столбик с накидом. То есть мы сейчас с вами провязываем. Следующий ряд. Вот он идет. Провязали веерочки. Теперь просто столбики и воздушные петли, чтобы в шахматном порядке потом вязать веерочки. Всего-напросто у нас 2 ряда. Веерочки, столбики. Веерочки, столбики. И они все время в шахматном порядке у нас идут. 1, 2, 2 воздушные петельки у нас между узорами, столбик с накидом. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Над веерочками у нас получается 6 воздушных петель, столбик с накидом. Между веерочками 2. В следующем ряду между веерочками, вот в этом месте, мы провязываем веер. А здесь просто подхватываем столбики. Вот такой узор. Достаточно несложный, простенький. Я думаю, что он у всех получится обязательно. Провязываем. Это у нас спинка. То есть наша задача, чтобы вот равнялось вот здесь расстояние нашей проймы. То есть она примерно 20 сантиметров должна быть высота проймы. Ну, обычно так. Можно померить по любой кофточке вашей. И завершить вязание. Получается достаточно красиво, хотя узорчик настолько простой, насколько это возможно. Всего лишь 2 рядочка. Мы с вами закончили вязание. Столбик, 3 воздушные петли, столбик без накида и столбик. Теперь мы начинаем вязание все с самого начала. Смотрите, то есть вот как у нас оно было. Воздушная петелька, разворачиваем вязание и в арочку ближайшую вяжем 5 столбиков и 2 воздушные петельки. То есть узор возвращается в шахматном порядке. Мы вяжем либо веерочки, либо столбики с одним накидом и воздушные петли. 4, 5, воздушная петелька и столбик в центральный столбик, столбик без накида и воздушная петля. И опять веерочек. Получается вот такая красивая кокеточка у нас. Такой красивый узорчик. У нас получается вот такая красивая кокеточка. Вот что у меня получилось. Снизу несколько рядочков без узора. Сверху ажурный узор. Это вот спиночка. Я провязала несколько раппортов узора и по центру оставила 1, 2, 3 узорчика на горловину. То есть довязала и потом отдельно 2 части связала. Вот так вот. Вот. Оставляя по 3 столбика. Как вязать 3 столбика? Точно так же, как вот мы вязали с другой стороны. Половинку и потом сам мотивчик. Теперь, после того, как спинка связана, у нас вот такие колечки есть, да? И для того, чтобы начать вязать переднюю часть кокетки, мы просто-напросто присоединяемся и вяжем уже готовые колечки, наши столбики. Все точно так же. То есть мы ничего не набираем, у нас уже есть набранный рабочий край. Вот, и мы в него вяжем. Набираем и вяжем впереди все. Горловину покажу, как вырезы вязать. Спинка у меня провязана. Теперь я провязала половинку нашей кокетки. И как я сделала горловину. В этом рисунке сложно горловину поэтапно уменьшать. Поэтому я просто-напросто провязала 2 ряда узора. Выделила
маркерами такое же расстояние, как у меня идет горловина на спинке. 3 узорчика я оставила. 1, 2, 3. Также оставила 3. И уже просто вот у меня такой квадратный получается вырез. Мы его потом обвяжем столбиками и скруглим немножко. А пока вот провязала 2 рядочка. Поставила маркеры. 3 узорчика. И мы начинаем вязание точно так же, как мы вяжем на боку. Что значит на боку? Как мы вяжем половинку нашего узорчика. У нас здесь идет узорчик 1, 2, 3, 4. Половинка, да? Веерочка. 2 воздушные петли. Воздушная петелька. И мы провязываем столбик и воздушную арочку. Вот, то есть таким образом я вязала с одной стороны и точно так же с другой стороны продолжаем узор. Вот, горловину в этой футболочке, в этой работе я решила сделать квадратной, потому что узор, в котором сложно делать сокращения. Вот, дальше мы вяжем все по узору, все мы знаем. Единственное, что обязательно спинка всегда длиннее, всегда больше по высоте, чем перед, для того, чтобы было удобно носить. Если мы вяжем сверху, мы вяжем росток. Если мы вяжем изделие снизу, тогда просто-напросто спинку делаем длиннее. Вот у меня, вот видно, я сделала шов. То есть спинка немножко заходит наперед и впереди шов. Просто-напросто изнутри воздушные петли я заканчивала вязание там, где у нас идет воздушные петли. Не веерочки, а воздушные петли. Впереди и, соответственно, на спинке. И просто потом на изнаночной стороне соединила вот этот шовчик столбиками без накида. Вот. А горловину решила вот таким образом сделать. Пока более квадратно, потом сделаем обвязочку. Такая кофточка получается у меня. Провязала буквально я 2 рядочка. И потом по отдельности одну половинку, вторую. Все сшила и сделала обвязку. Обвязала один ряд полустолбиками и ряд столбики без накида. Точно так же получилась, кстати, горловина такая неплохая. И она не квадратная, а она немножечко такая, как овальная. И вот как я обвязываю. Я всегда делаю обвязку одинаково на всех работах. Один ряд полустолбики, а один ряд. Начинаем с горловины на спинке, чтобы там меньше было видно шва. Там, где у нас воздушная, сделаем одну воздушную петельку. Там, где вот такие арочки, провязываем. Просто 1, 2, 3, 4, 5. Вот. Тут у нас 2 полустолбика получится. В большой арочке 5. Так обвязываем интуитивно, где сколько воздушных арочек. И вяжем. Один ряд полустолбиков, один ряд столбики без накида, и все будет красиво. Обвязала горловину. Там, где были такие заостренные, да, у нас края. Вот таким образом. Первый ряд полустолбики, а потом столбики без накида, они все сглаживают. И получается, как бы даже скругляют горловину, которая вот так по итогу такая получается ровная и красивая, и аккуратная.
Кофточка готова. Очень простым узором. Просто, да, у нас можно без вот моих таких квадратиков, можно просто связать ровным полотном. Это я связала, чтобы было не скучно совсем вязать. Добавили потом на рукавчик с одной стороны, с другой. Связали ажурную вот такую вот кокеточку. И получилась простая красивая футболочка на лето. Она с одной стороны плотная, с другой стороны нарядная. Огромное спасибо всем, кто досмотрел ролик до конца. Надеюсь, видео будет полезным. И свяжите вот такую простую модельку. Красивую и простую. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, приглашайте своих подружек. Будем вязать дальше вместе. Впереди много интересных идей. Не пропустите.